Я ехал по трассе. Неподалеку от села Языково есть пологий поворот. И когда я проезжал его, краем глаза увидел, как что-то мокрое и пушистое сползало на обочину. В тот день шел дождь. У меня сердце облилось кровью. Я срочно нашел ближайший перекресток, развернулся, остановился, побежал этого котенка поднимать. Я не знал, живой он или не живой. Лежал с закрытыми глазами. Я подошел и начал его гладить, он глаза открыл, и у него слезы потекли. Это слова Александра, человека с большим сердцем. Он не проехал мимо умирающего животного и сделал даже больше. Но об этом позже. Задняя лапка котика была сильно травмирована. По всей видимости, его сбила машина. Александр перенес животное в кабину автомобиля и позвонил жене. Надо было срочно искать ветеринарную клинику. Ближайшую нашли в селе Языково. Но оборудования в клинике никакого не было. И сотрудники просто предложили усыпить кота. Александр был в шоке от такого предложения и судорожно начал искать другие варианты. С помощью супруги они нашли центр реабилитации животных в Екатеринбурге. В центре сказали, что если кот выживет, приезжайте. Будем думать, что делать. В тот момент Александр находился в 800 километрах от Екатеринбурга. Он купил шприц с обезболивающим у ветеринарного врача, посадил кота в коробку и поехал без остановок 17 часов. Утром был в Екатеринбурге. В центре его сразу отправили на рентген. Оказалось, что перелом не открытый, а закрытый. Лапа была вся опухшая. Александр работал дальнобойщиком, и ему необходимо было ехать дальше. В центре реабилитации котика назвали Липтоном. Врачи неделю боролись за лапку, но, к сожалению, ее пришлось ампутировать. Зато после этого Липтон ожил и носится по комнатам, как и положено коту-подростку. Самое удивительное в этой истории, что Александр вернулся за Липтоном и забрал его к себе в Саратов. Встреча была очень трогательной. Кот сразу пошел на руки к хозяину и стал по-свойски кусать его за пальцы. По словам Александра, он ни на секунду не думал отказаться от своих планов забрать кота и даже наоборот переживал, что его могут кому-то отдать. Мир будет жить, пока есть такие люди. Спасибо за просмотр. Берегите животных.